Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами продолжаем гулять по чудесному греческому городу Кавала. Ищем, где можно отдохнуть, что перекусить и чем полюбоваться. Конечно, в городе самое настоящее изобилие уютных кафе и небольших ресторанчиков. И велик соблазн засесть практически в каждом из них. Но мы лучше продвинемся ближе к набережной и порту, где в небольшой марине наш взгляд будут радовать чайки и пришвартованные яхты. И да, свежий морской воздух как самое целительное средство от серой петербургской хандры. В кафе вас могут спросить, откуда вы, чтобы понять, на каком языке вам предложить меню. На русском языке меню есть практически во всех тавернах. Но далеко не везде вам повезет попасть на русскоговорящего официанта. Поэтому, даже если вы найдете нужное блюдо и ткнете в него пальчиком, официант будет искать аналог на английском или греческом по специальному номеру. Размер блюд в Кавале меня шокировал и испугал, хотя и обрадовал одновременно. Для девочки-дюймовочки это невероятно много. И одной порции спагетти с креветками мне хватило на завтрак, обед и ужин. Благо, к просьбе упаковать всю эту красоту, чтобы доесть дома, греки относятся вполне толерантно. В Кавале я впервые наткнулась на кофейню, в самом классическом варианте этого слова. Это у нас в кофейне можно и бургер навернуть, и суши заказать. А у греков кофейня – это кофейня. Поэтому будьте добры отведать разные виды ароматного кофе, какао или шоколада. Вот тут я прямо запнулась, потому что поняла, что моего уровня английского мне немножко недостаточно, и нужно срочно поработать над пополнением словарного запаса. Иначе придется очень долго ждать, когда же в кофейне подадут спагетти. Вообще, я не знаю, как вы, а я учила английский в те давние времена, когда нужно было долго и нудно штурмовать грамматику. А она в английском не самая простая, одних времен там аж 12. И получается, что мы знаем, что такое пресловутый present indefinite, немного читаем, но когда приходит время начать говорить, тут ситуация на грани фола всегда. Все это не способствовало получению удовольствия от процесса, а когда что-то не нравится делать, то, вы знаете, результат не самый лучший. Хорошо все-таки, когда ты делаешь что-то на чистом драйве. На самом деле учить язык можно и без таких невероятных напрягов. Можно, например, выучить много новых слов меньше, чем за 10 минут. Можно быстро поставить произношение, а грамматику вообще разобрать всю буквально на пальцах. И тогда вы начинаете говорить не задумываясь, а не мучительно вспоминая слова во время речи. Да, друзья, я иногда бэкаю и мэкаю, хотя езжу по Европе уже больше 3 лет. В общем, если вы хотите наконец-то по-настоящему встретиться с английским языком, то я вас отправляю к Алексу Рубанову, основателю школы английского языка English. В комментарии кладу ссылку на его бесплатный вебинар, который наведет в вашей голове полный порядок после усиленных стараний школы все запутать. Если вы поторопитесь с регистрацией, то получите в подарок еще и бесплатный тренинг 100 слов за час. Возле любого кафе вы обязательно познакомитесь с особым видом кошек. Он называется чайки. Они также усердно попрошайничают, вдруг у вас после еды останется что-то вкусненькое. И иногда даже при этом истошно кричат. Впрочем, борьбу за креветочные хвостики они всегда проигрывают местным самым настоящим котам. Если вас утомило соседство с человеками в шумных кафе, можно пройтись по небольшим лавочкам и полакомиться булочками, пирожными, местной шавермой или свежими фруктами. Сейчас, в конце октября, самое время для гранатов и мандаринов. Гранаты, впрочем, можно найти почти в каждом дворе. Они безбожно падают на землю, не в силах удержаться на ветках от своей зрелости.
и так и лежат там, лопнувшие, сладкие и никому не нужные. А вот есть местные мандарины, которые здесь, в городе, вы встретите практически на каждом шагу, я бы не советовала. Это декоративный сорт, и он совершенно невкусный. Ну а если вы объелись, что вас ждет восхитительный фитнес по узким улочкам Кавалы? Мы, во-первых, с вами в сердце города, на холме Панагия. Во-вторых, перескакивать с яруса на ярус этого холма проще по ступенькам. Город из-за этого похож на амфитеатр. По радиусным линиям можно быстро перемещаться с одного уровня на другой. С каждого из них открывается восхитительная панорама. И да, я теперь точно знаю, что такое на самом деле узкие улицы. Дома в Кавале, кстати, по этой же причине тоже многоярусные. Они словно растащены по этим ярусам вверх и выглядят поэтому каким-то чудом архитектурной мысли. Я бесконечно люблю Грецию за ее обилие красок. Фантастическое небо, разноцветие домов, яркую охру крыш. В Греции хорошо лечить сезонную депрессию, которая на севере – часть повседневной жизни, где постоянно серое небо словно садится к вам на голову и стекает вечными дождями за воротник. Я вылетала в 0 градусов из Петербурга, а попала к пальмам, сочным краскам и такой вкусной картинке, которую хочется как-то впечатать в себя хотя бы на ближайший месяц. Кажется, что эти витаминные целебные цвета полностью меняют биохимию мозга. Здесь по-другому дышится и по-другому спится. А еще в мозгу совсем не стыкуется, что вот это безумное солнце и эти брызжущие краски – это почти про Новый год. Потому что конец октября, и все магазины уже готовы к тому, чтобы вы сотворили в своей жизни еще одну, какую-нибудь невероятную сказку. Сказку, в которой обязательно все будет хорошо.